Друзья, привет! Сегодня мы собрались в очень приятной компании. Сегодня у нас в гостях очаровательная Гульжан. И, конечно, неподражаемый Нуржан. Друзья, я всех рад приветствовать. Сегодня у нас такой будет необычный формат. Мы на выезде за пределами студии, точнее наша студия сегодня это прекрасный причал в городе Алания, мы находимся в Турции, но говорить будем сегодня о Казахстане. У нас сегодня крутая тема, мы сегодня будем обсуждать тренды Ютуба, что популярно в Казахстане. Друзья, как у вас настроение? Как дела? Настроение супер. Отлично. Хочется рыбу поесть, может, потому что мы находимся в ресторане, где рыбу готовят. Ботхаус. У тебя как, Гульджа? Все хорошо, спасибо. Откуда едешь такая, запыхалась немножко? Я после работы. У меня стараюсь успеть все в одно время. Понятно. У тебя, Вань, как? У меня отлично, раз вы затронули такую вот интересную тему работы и все такое, хочется поговорить и о нашем надежном партнере в Алании. Это юридическая компания Тунджай и Барджин. Поэтому, друзья, если будете в Алании, будут у вас вопросы, можете к ним обращаться, они обязательно помогут. Но начнем мы сегодня с молодых. Я знаю, что в тренде сейчас в Казахстане два молодых вокалиста. Вообще в Казахстане огромное количество молодых, талантливых вокалистов, но хочется прямо вот про молодую гвардию поговорить. Я вот особо не в курсе, но я узнал, что есть такие парни. Одного зовут Мирас Жугунусов. Совершенно верно. И второго зовут Садрадин Болат. Им примерно по 20 лет, я точно, про них никакой информации нет. Садрадину где-то 19 лет. Да? 17 я слышала. Это было... Да, они совершеннолетние. Нет, 2 года тому назад ему было 17 точно. Я посмотрела старую информацию в гугле. Не, Садрадин очень... Я выключил, у меня телефон что-то работает. А вы слышали о них? Я потому что, конечно, слушали. Первый раз... Во-первых, у них сейчас они в тренде оба. Но вот по Мирасу понятно, у него такие суперские песни. Да, я сам... Это было год назад, я на велосипеде едешь и слушаешь. Представь, там... У него 26 миллионов просмотров на одной из песен. Видишь? Да. Чем моя любимая песня у тебя? У меня Замараб. Замара вот этот, да, тоже мне очень нравится. У тебя 26. Ты слушал его, кстати? Я сегодня послушал. Я его, кстати, один раз в нашем инстаграме Алга Петербург использовал, его песню. И, я подумал, прикольная песня, и еще и трендовая. Оказалось, что эти парни... Я немного информации для вас подготовил. Я, потому что вот о них вообще ничего не знаю. Я знаю, что вы разбираетесь, но я все-таки для вас выписал, потому что у Мираса 91 миллион просмотров на YouTube-канале. Супер. 91. 91 миллион. Это что, 4 Казахстана, да, по общей? Почти 5. Да, классно. Слушай, а вот он понятен, он звезда, у него классные песни, супер, но история, так сказать, восхождения на популярности, мне больше интересно вот Садрадина. Ты в курсе, как вообще произошло? В пандемию парень написал песню, выложил, я точно не помню, это в YouTube или в iTunes, или куда. В общем, это все произошло, когда у нас была пандемия. И залетела. Это песня «Алия», да? Да, наверное? это «Алия». Да. И самое прикольное, что не было в его жизни никакой «Алии». Надо было найти какое-то имя женское, и он там говорит в интервью, Лейла уже была. Да, Лейла. Да, Лейла была, короче, пускай будет. Мадина, Айгерим. И Алия. Алия, в общем, подошла под куплет. Да. И он говорит, я проснулся в один день очень... То есть я сижу, говорит, на лавочке, и машина проезжает, и с его песнями. Одна машина, вторая. Тут пацаны с Москвы, его знакомые, звонят, он говорит, слушай, братан, говорит, а песня-то залетела. И вот так. Но это не означает, что он вот в первый день такой взял, запилил. Он с 5 лет, оказывается, на сцене. Он занимается этим. И сильно увлекается этим. Да, это очень любит. Это не так, чтобы он раз ночью проснулся, он написал, и он стал звездой. Это тяжелый, упорный труд. Да. Мне, кстати, понравилось то, что его называют казахский Джастин Тимберлейк, Садрадина. Слушай, реально же Джастин Тимберлейк тоже запилил видос, закинул в YouTube. Это короткая история, да, и его там заметили.
А, кстати, у Мираса, у него песня «Оюмда». Да. Да? Да. Это что значит показать? Вот она сейчас тебе скажет. В мыслях, в голове. Он выпустил новый клип, и он уже в трендах Ютуба на 8 месте. Да, сколько там, 3 миллиона или там, сколько там просмотров я Я сегодня вот смотрела. на это не обратил внимания, но вот молодые пацаны и вот такое... Я такое посмотрела видео, ну, клип, в общем, очень, как бы, имеет огромный смысл, да, вот, помогает, как бы, перебороть какие-то детские травмы, помогает людям, как бы, рассказывать, что нужно любить себя, ну, несмотря там какие-то минусы, плюсы, надо, как бы, любить, принимать себя. Это просто, не знаю, это то, что необходимо сейчас многим людям посмотреть на этот клип. Рекомендую я просто многим. Да, там, если кто не смотрел, Маржан, я не знаю, ты смотрела или нет? Смотрел? Там, в общем, девушка была, которая хотела нос пластическую операцию сделать, а парень, вот, Мирас играет парня, у которого были уши такие большие. Верно. Они потом встретились. Я, кстати, тоже считаю, что вот, мне кажется, такая эта искусственная красота, она неправильна. Да. Да. И, кстати, вот история вот Садраддина, да, вот история его успеха очень напоминает, ну, уже Агашка для вот Мираса и Садраддина, но ему 21 год. Я про Иманбека. Ой, Иманбек — это отдельная история, это отдельный вид искусства, я бы сказала. Да. Вот. Самое, что важно, я считаю, что он сейчас находится в Америке. И если он находится в Америке и достигнет там успеха, это все, это значит весь мир будет о нем знать. Да. Попав в Америку, я уверен, что он сейчас работает. Ну, мы видим, что концерты проходят. У него вот Последний сейчас в Луизиане, гастроли будут. Вы слышали, да, про такие места, как Луизиана и Кливленд? Ты знаешь? Ты Нет, знаешь? Это же майонез Кливленд. Слушайте, Иманбек, в общем, будет выступать в Кливленде и в Луизиане. И я хочу сказать, знаете что, у него сейчас гастрольный тур продолжается. После Америки он направляется, он еще будет выступать в Европе. И у него после этого будет 2 концерта в Южной Африке, Кейптаун и Йоханнесбург. И после этого там еще Колумбия, Рио-де-Жанейро, Бразилия. да. Слушай, ну крутяк. Что такое, да? 21 год парню, он уже весь мир объездил, и везде его встречают с невероятным... Ну, концерты проходят у него с невероятным успехом. Правда, ну, у него не сольный концерт, а он, Да, он выступает. прям настоящий фестиваль. Это обалдеть. Выступает вместе с звездами там Тиеста, кто там еще. Я не сильно в этой музыке разбираюсь, я знаю Тиеста, но слышал. В общем, он на одном уровне с самыми крутыми музыкантами современной музыки. И, может быть, я не знаю, может быть, вот Мирас и Садраддин, они вдохновились у Иманбека, может быть такое? Да. Или у них разница в возрасте слишком маленькая, чтобы друг у друга вдохновляться? Ну, я думаю, это тоже показатель, понимаешь, что если у тебя сейчас есть талант, благодаря интернету ты можешь, действительно, если у тебя есть талант и желание работать, интернет позволяет тебе стать популярной личностью. И когда ты видишь, что твои ровесники уже там в Америке покоряют, и ты считаешь себя не хуже, к примеру, Иманбека, да, ну ты будешь рваться к этому, я считаю. Да. Тем более такие песни они сейчас, ну я слушаю, мне 35 лет, но я слушаю пацанов, которые им по 19. Ну, мне очень понравилось песни, как Садрадля, как его зовут? Булат его имя? Вот я здесь написал Садраддин. Булат — это фамилия? Это наши эксперты. Слушайте, мы слишком старые, по-моему, для того, чтобы обсуждать такую музыку молодежную. Но, знаешь что, нам не нужно вот прям сильно в этом разбираться, мне кажется. Нам не нужно прям любить вот то, что слушает сейчас молодежь. Мы просто должны об этом знать, чтобы понимать, что будут слушать наши дети, как идет, как развивается музыкальная индустрия. И вот, Нуржан, ты говоришь, что да, вот это стимул для всех, чтобы они работали, развивались. И действительно, успех этих молодых ребят, Иманбека, Садраддина, Мираса, это такая мотивация для всех, кто сейчас только начинает свой путь в музыке, кто там первые, может быть, играет аккорды на той, да, ну, той, и там 4-летние, 5-летние ребята выходят, уже свои первые концерты дают и вдохновляются вот действующими звездами. И я знаю, что есть одна звезда в Казахстане, которая
вот действительно имеет мировое значение. Можно угадать, да? Не только в Казахстане молодые вокалисты вдохновляются Димашем Кудайбергеном, но и во всем мире. И Димаш Кудайберген приготовил огромный сюрприз. Он собирается выпустить музыкальный фильм. А самое важное, что, по его словам, этот музыкальный клип будет самый дорогой в мире. А я же посмотрел, какой самый дорогой клип в мире. И это Майкл Джексон с бюджетом $7 миллионов. Интересно, что будет с Димашем, что там будет. Да. У меня один вопрос. Кто будет это спонсировать? Это будет Иван Гевка, Нуржан? Ты не знал? Ты почему думаешь, Ваня, 5 лет вместе с Димашем? Да. Это скрытый спонсор. И Спасибо за такой комплимент. Да, на самом деле круто, да, то, что вот такие большие, такие мощные проекты появляются в Казахстане, потому что часть снималась в Чернинском каньоне, да, а уже есть подробности съемок? только небольшие. Ага. Раньше мы думали, что снимается сразу несколько клипов, потому что были съемки в Калининграде, вот в Чернинском каньоне проходили съемки. Но, как оказалось, вот Димаш недавно объявил о том, что это будет один такой большой длинный клип на 12 минут. Майкл Джексон в 1982 году Триллер. выпустил фильм «Триллер». Триллер. Да. И мне кажется, что вот Димаш... Тогда Майкл Джексон сделал настоящую революцию. Вот Димаш уже перевернул весь музыкальный мир своим вокалом. Верно. И сейчас, мне кажется, он хочет выйти на новый уровень. И вот, Повторить успех Майкла. я думаю, что это мягко сказано. Я думаю, что вот Димаш он себе воплотил не только Майкла Джексона, но и многих других вокалистов, потому что его вокальные данные нельзя сравнить ни с одним вокалистом. Ни с кем невозможно сравнить, потому что это нечто большее. И, кстати, он и певец там, ну, исполнитель, и композитор, и режиссер. О, Это будет интересно. И бюджет. кто его вдохновляет, откуда это все сила, энергия на все это просто. Как он находит на это время, при Тут этом приедешь с успевает. работы уставший, да. Я сюда Интересно, еле да. успеваю, честно. А у него скоро концерт в Алмате. Видишь, а это, потом- наверное, надо любить свое дело так сильно и страстно, что Да. ты не видишь себя вне этого. Он, кстати, Наверное, не один концерт делает, а он объявил еще, что будет фан-встреча, но которая больше похожа на второй концерт, потому что он будет концерт будет на центральном стадионе, это будет в Алмате-арене. В Алмате-арене это скорее концерт же, да, чем да. фан-встреча. В общем, Интересно, как будет действительно. Там 10 тысяч, я Примерно недалеко 10 там тысяч жил, человек. на Алмате-арене. В общем, вот крутые новости такие Димаш нам готовит. В общем, я думаю, что это будет очень интересно. Самый большой бюджет, самый крутой вокалист в мире. У Димаша есть уже опыт съемок клипа как режиссер. Поклонники при этом. Огромное количество поклонников во всем мире. В общем, действительно, возможно, заранее, конечно, нельзя говорить, чтобы не сглазить, но мне кажется, что это будет настоящая сенсация. Так же, как и немного спортивных новостей, друзья. 8 раз футбольный клуб «Кайрат» из Алматы стал обладателем суперкубка по мини-футболу. 8 раз. Да. Это ты про чемпионат Казахстана говоришь? Нет, это про суперкубок Казахстана. Но, кроме этого, для меня вот примечательно стало то, что Лео Игита, это вратарь, бразильский вратарь, казахский вратарь с бразильскими корнями, он 7 раз стал обладателем суперкубка. Представляете, 7 раз. А как давно он? Ты не в курсе? Он, по-моему, в 9-м, если я не ошибаюсь, в 9-м году он приехал в А с какого Казахстан. клуба он перешел? По-моему, у вас когда... Я не помню, точно не могу сказать, но из бразильского клуба. Он приехал сначала в одном казахском клубе, поиграл, потом съездил в Португалию, потом вернулся и И продолжил. понял, что мы лучшие команды, да? Да, и понял, что у него в Казахстане... Больше привилегий, чем у себя на родине. Он понял, что в Казахстане он сможет
свою, ну, вот, состояться как футболист. Но я думаю, что дело даже не в этом. Я думаю, что он, когда приехал, бразильцы, они очень любят мясо. Я думаю, что он, когда приехал, и вот, когда его первый раз, вот только, он приехал в Караганду сначала, он играл за карагандинский клуб, и, ну, приехал, и там наверняка, мы же знаем, что в Караганде вырос Геннадий Головкин, Да. и там своя, так, ну, своя атмосфера, своя аура. В общем, он сначала приехал в Караганду, и я думаю, что его там так хорошо встретили, что он потом съездил, немного поиграл в Португалии и вернулся уже полноценно его до конца. И за все время, что он в Казахстане, он стал 5 раз лучшим вратарем в мире. Ой. Лучшим вратарем в мире. То есть казахский вратарь по мини-футболу лучший в мире. Карагандинский Фумас делает свое дело. Он одни из лучших. И алматинский тоже. И алматинский, да. В общем, вот мне кажется, что его заслуга, ему уже 36 лет, он уже сказал о том, что после того, как у него карьера завершится, он останется в Казахстане, у него семья уже, У него дети. у него Семья- супруга казашка? Бразильянка, по-моему, бразильянка, вроде бразильянка, я Мне посмотрел. этот случай напоминает Сон Паскаль, знаешь? Сон Паскаль Да, это итальянский певец, он приехал в Казахстан, Итальянский, остался? да. да, и его тут так полюбили, и он что, Он женился? да, женился на казашке, в общем, и на казахском поет песни. Ты не слышал? Ты не слышишь? Сон Паскаль. Сон Паскаль. По-моему, я слышал его, как он поет «Куземные красы», да? Да, Или он, да. он еще больше? Не, да? он и Кузьмин Карасо спел, и другие песни у него есть на казахском. Я еще 7 лет работал на нефтянке, и он к нам на базу приезжал. Да. И вся эта история вот с этим вратарем мне напоминает. В общем, Лео Игита красавчик. Ну, из Караганды все красавчики, да, выходят. И поэтому поздравляем его, поздравляем Кайрат. И я думаю, что он еще, кроме того, вот, что он уже сделал для казахстанского мини-футбола, я думаю, что он еще, вот, когда закончит карьеру, займет какую-то должность и будет тоже, может быть, тренером или, может быть, еще кем-то, может быть, министром спорта, кто знает. Такие случаи были, кстати, что ли? Да, У нас боксер, конечно, у депутат нас же есть. всегда это Не, так. ну так, чтобы вот, ну как бы из другой страны приехал. Нужно иметь гражданство. Да, Это не, первый он момент. гражданин. Он гражданин. Гражданин Казахстана? Он за сборную Казахстана по Он футболу. гражданин играет. Казахстана? Он гражданин Казахстана. Ну все тогда Он после... казах, я же говорю, он Да, казах. 36, он сейчас закончит карьеру, 5 лет отработает в государственной службе. После этого Все, у него блестящее будущее. тогда ты можешь пророчить а были- министерские посты еще. А были случаи, интересно, вот, чтобы из Петербурга кто-нибудь, Да я знаю, но но не мало. спортсмен, ну не футболист, но тоже чтобы там. Ну, в Питере классные ребята. Да. Супер. В общем, что еще? Уже немного темнеет, я вижу, что Да, мы уже может, такие потемнели. подкоптились. Но это просто средиземноморский загад. Поэтому, Быстро принимается, да? да, давайте постепенно закругляться. Что еще? Турнир по теннису ATP 500 пройдет в Нур-Султане. А какого числа? С 3, в общем, по 9 октября будет проходить турнир в Нур-Султане. Мне кажется, это... Не, ну это супер Круто же. время, да. До декабря, ноября нужно съездила. поехать. Как раз домой, повод домашних съездить. поувидел бы своих. Отличный повод, да? Да. Я знаю, что вы регулярно ездите. Вообще, Алания чем хороша, что живешь здесь, вот, на берегу Средиземного моря, загораешь. Если надо, 5 часов, сколько, 4-5 У часов, да? меня по-другому определяется, брат. Я когда морозильник смотрю, что у меня каза заканчивается, я беру билет, лечу. И потом только прилетаю. Ну, теперь у тебя будет еще повод слетать на теннис. Да. В общем, Спасибо за новости, Вань. Классно все. спасибо нашим экспертам за то, что сегодня помогли нам разобраться, кто такие вот молодые наши вокалисты, помогли разобраться немножко в спортивных темах. Друзья, пишите комментарии, как вам такой необычный формат. Я уже вижу, что я вообще уже как будто я здесь в Турции живу уже не 6 месяцев, а уже лет 15. Казахтың қара баласы. Да. Или Мехмед. В общем, да, друзья, всем пока. Увидимся в комментариях и в Инстаграме. Заходите в Инстаграм. Пока. Пока-пока.